Всем привет, меня зовут Катя, и вы на моем канале Вязание крючком. В этом видео я хочу поделиться с вами, как вязала слитки крючком. Они вот такие простые, я думаю, что справится даже начинающая вязальщица. У меня к вам большая просьба, если вы смотрите это видео без подписки, оформите подписку прямо сейчас. Под этим видео есть кнопочка подписаться, нажимайте на нее, ставьте колокольчик, лайк, оставляйте комментарий. Все это поможет в развитии моего канала и в продвижении этого видео. Буду вам очень благодарна за вашу активность. Также вы можете поддержать мой канал, оформив спонсорство. В описании будет ссылка на этот вид поддержки. К сожалению, в России он не работает, поэтому если вы не в России, для вас это работает. Ну и просмотры рекламы без пропусков тоже помогают в развитии моего канала. Для слитков я использовала пряжу Alize Super Lana Maxi. Это 25% шерсти и 75% акрила. Здесь в 100 граммах 100 метров и рекомендуется крючок 7-8, но я вяжу крючком 6 для большей плотности. Также понадобится крючок номер 4 для обвязки. У меня размер ноги 39, длина стопы 25 сантиметров и обхват стопы в самой широкой части 21,5-22 сантиметра примерно. Для того, чтобы приступить к вязанию слиточка, надо, конечно же, измерить свою ногу, да, знать вот эти параметры. Длина стопы и обхват в самой широкой части. Слиточки мы будем вязать столбиками с одним накидом в раскол. Сначала будем вязать по кругу, затем перейдем на поворотное вязание. Тут, конечно, на самом деле с образцом и расчетами не все так гладко и чисто, потому что я вот считала и уже в готовом следочке, да, сколько у меня высота ряда, в разных частях это разная высота. Вязала образец поворотными рядами, столбиками с накидом в раскол, там у меня тоже другая высота ряда. Но, по крайней мере, если вы будете вязать абсолютно из другой пряжи, да, и у вас кардинально другой размер ноги, намного меньше, например, да, то, конечно же, лучше связать образец поворотными рядами, столбиками с одним накидом в раскол и замерить, сколько у вас, например, в одном ряду сантиметров, да, высота ряда. Это покажет, сколько вам нужно провязать рядов для длины вашей стопы. И сможете понять, сколько для обхвата вашей ножки, да, понадобится вам провязать столбик, то есть насколько мы увеличим круг, потому что мы здесь начинаем вязать с кольцами гуруми, расширяем круг до необходимого обхвата, и вот это количество столбиков, которое будет равно вашему обхвату, оно нам и нужно будет. Поэтому образец даст вам, конечно же, такую более общую картину, поэтому обязательно лучше его свяжите. Но, говорю, там погрешности, поэтому идеально ложиться прям тапочки не будут по ножке. Когда мы будем начинать вывязывать в кольцо, провязывать столбики, здесь я увеличиваю, да, дохожу до нужного количества столбиков для моего обхвата за 2 ряда. То есть набираю первый ряд в кольцо амигуруми и затем прибавками добиваю вот это нужное мне количество. Если вам нужно выйти, например, на 20 столбиков, то вы просто делите конечное число столбиков на 2, да, 20 разделить на 2 это 10, и в кольцо набираете 10 столбиков, а затем вяжете второй ряд, удваивая каждый столбик, и таким образом выйдете на 20. И таким образом, да, можно просчитать под любое количество столбиков. Если получается нечетное количество столбиков, например, 19, 21, то здесь лучше дойдите до четного числа, чтобы не было лишних каких-то замудренных там прибавок и убавок. В общем, лучше пускай это будет четное число. И обязательно по ходу вязания лучше следочек примеряйте, да, и смотрите, когда вам начать вот делать этот разрез. Я обычно делаю половину длины стопы, провязываю вот таким глухим полотном, а затем иду на поворотное вязание, формируя вот это отверстие. Вы можете начать раньше, можете начать позже. Тут уже примеряйте и смотрите, как вам больше нравится. Итак, я набираю в кольцо амигуруми 12 столбиков с одним накидом. Начинаю здесь с 3 воздушных петель, это имитация столбика с накидом. И далее в кольцо провязываю еще 11 столбиков.
и 11. Итак, всего 11 полноценных столбиков, и первые 3 воздушные петли, они у нас имитируют столбик, это 12 столбик. По верхним и горизонтальным получается 11. Замыкаем кольцо в круг, замыкаем плотно, чтобы отверстия никакого не оставалось. Кончик оставляем, затем мы его спрячем и зафиксируем. Далее я закрываю ряд, как обычно в своих видео. Вы можете закрывать любым привычным для вас способом. Более подробно про такое соединение смотрите, пожалуйста, у меня в видео про салфетку. Здесь я не буду подробно на этом останавливаться. Там можете посмотреть, как соединять и разъединять ряд. Закончили вязание первого ряда, 12 столбиков с одним накидом по кругу. Вяжем второй ряд. Во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда в раскол этого столбика мы будем провязывать по 2 столбика с накидом. Начинать я буду ряд вот таким образом. И так буду начинать каждый круговой ряд. И вот нахожу раскол столбика, вот самая высокая его часть, вот эта галочка. Прохожу в раскол. Сзади вот так это выглядит. И провязываю сюда раз, это первый столбик, и сюда же 2, второй столбик, прибавка первая. Дальше в следующую раскол столбика, 2 столбика с накидом, и так вяжем по кругу. Итого получится 24 столбика, то есть увеличиваем настолько столбиков, сколько у нас было провязано в кольцо, на 12, или у вас ваше количество столбиков будет. Закончили вязание второго ряда, соединяем ряд, у нас получается 24 столбика по кругу. Далее я хочу обратить ваше внимание на то, что когда вы дойдете до рассчитанного вами количества столбиков, вам покажется, скорее всего, да, что это мало, потому что даже если сложить вот так вот наш круг, да, как пойдет у нас носочек, следок точнее, и приложить к линейке, мы видим, что здесь получается 8 примерно сантиметров. Даже если это все растянуть, это будет 9, но не полуобхват, да, стопы. Мне надо примерно 11 сантиметров полуобхват. Но учитывайте то, что первые ряды, они лежат, столбики очень плотно друг к другу. Далее пойдет у них расстояние побольше между друг другом, да, вот тут прям такие даже небольшие есть промежуточки. Поэтому оно в любом случае увеличится, это расстояние. Так что не пугайтесь, если вы рассчитали для вашего размера обхвата стопы столько столбиков, то оставляйте. Лучше меньше, чем больше, потому что дальше тапочек при носке может еще растягиваться, и потом будет совсем объемный и будет сваливаться. Поэтому не пугайтесь, если ваш кружок получился маленьким. Далее, после того, как я вышла на необходимое количество столбиков, я просто вяжу в каждую вершинку столбика предыдущего, да, в раскол по столбику, то есть 24 у меня будет в ряду. Итак, я буду вязать, вот я посчитала для себя, что мне хорошо 14 сантиметров провязать просто вот этот мысок, стопа, да, и после подъема уже идти на вот этот вот разделение и скос на отверстие. Можно чуть-чуть раньше начать вот это разделение, если у вас подъем выше, например, да, или вам, наоборот, хочется его сделать повыше, вот этот вот разрез, да, то можете продолжить вязание. Тут уже обязательно примеряйте себе на ножку и смотрите, как будет комфортно. Я провяжу вот таким образом до 10 ряда включительно, то есть у меня сейчас второй ряд, еще 8 рядов я просто провяжу по кругу по 24 столбика. И далее уже в 11 ряду я сделаю разделение и перейду на поворотное вязание. Давайте вот этот ряд я еще начну с вами вязать, третий. Далее вы же самостоятельно провяжите столько рядов, сколько вам нужно до подъема, да, до этого разделения. Напоминаю, начинаем ряд мы вот так, набрасываем на крючок, проходим в раскол столбика вот сюда. И провязываем первый столбик. Проходим в следующий столбик,
Провязываем второй столбик с накидом, третий. И далее, пожалуйста, провяжите самостоятельно до необходимого размера. Вы можете вот так вот складывать вашу деталь и замерять вот эту глухую часть, сколько вам еще рядов нужно провязать, либо же опираться на ваши расчеты, да, вязать то количество рядов, сколько вы просчитали до подъема, да, до разреза. Обязательно примеряйте на ножку для того, чтобы не прогадать, чтобы точно хорошо все село. Лучше примерки нет ничего, поэтому обязательно примеряйте, учитывайте, что все у нас еще вот так вот хорошо тянется. И давайте встретимся с вами на ряду последнем, таком круговом, и вместе перейдем на вязание поворотное. После вязания третьего ряда можно зафиксировать кончик от кольца и спрятать его. И вот смотрите, я когда провязала третий ряд, я и вышла на свой обхват, который мне нужен будет. Вот, 11 сантиметров, да, но еще учитываем, что оно растянется, 11 сантиметров уже получается. Итак, я провязала всего 10 круговых рядов по 24 столбика в каждом ряду. У меня вышло примерно 12,5 сантиметров, это половина длины моей стопы, половина 25 сантиметров. И далее, начиная с 11 ряда, я буду переходить на поворотное вязание. И сейчас я обрежу вот эту нить и опущу шов вниз и перейду вот на эту сторону, для того, чтобы шов не так сильно бросался в глаза. Если у вас получился хороший шов или вас не смущает вот такой шов, то вы можете, не обрезая нити, просто 11 ряд, который уже будет поворотным, оставлять эту ниточку и продолжать ею вязать. Я ее обрежу. Здесь я закрыла также ряд, как обычно закрываю, не делала имитацию петли. Оставляю хвостик подлиннее. Обрезаю и на изнаночной стороне просто увожу между столбиков в любом направлении, фиксирую узелочками ниточку. Так, вот шов, опускаю его вниз и примерно вот здесь буду начинать. Так, ввожу новую нить. Поворотные ряды мы также будем вязать в раскол предыдущих столбиков. И 11 ряд, как я уже сказала, мы вяжем по кругу, да, но не соединяем, мы его будем уже вязать как бы поворотным рядом. С лицевой стороны мы начинаем, да, продолжаем лицевую сторону столбиков выдерживать. Делаем накид на крючок и вводим в раскол столбика. Подтягиваем. Здесь также этот ряд будет 24 столбика в ряду. Хвостик мы параллельно ввязываем. Все, и провяжите так, пожалуйста, до конца, вот до этого столбика. Так, вот хвостик немножко ввязали, параллельно его подтягивайте, но сильно здесь вот не перетяните. И оставляем его просто сзади на изнаночной стороне и далее продолжаем вязать, уже не ввязывая хвостик, потом мы его обрежем. Так, провязала 11 ряд, и его я не соединяю. Далее перехожу на поворотное вязание, то есть каждый ряд буду переворачивать. А далее последующие 3 ряда я буду делать убавки в конце и в начале ряда. Убавляю я за эти 3 ряда всего на 6 столбиков, то есть по 2 столбика в каждом ряду. Если вам нужно больше уменьшить, да, больший разрез вам нужен вот в этой части, то вы можете уменьшать еще, да, на определенное количество, да, сколько вам там надо. Убавки я буду делать не в самом начале ряда, а провязывать сначала имитацию столбика, да, и затем уменьшать 2 петли до 1. И в конце ряда тоже сначала убавку делаю, а затем провязываю последний заключительный столбик. И здесь я буду начинать
ряд с 2 воздушных петель. Все вот эти поворотные ряды я буду начинать с 2 воздушных петель. 3 ряда, которые мы убавляем, я буду заканчивать полустолбиком с накидом. Все последующие ряды буду заканчивать столбиком с накидом. Потом здесь мы еще все вместе провяжем, чтобы вы не запутались. Итак, делаю 2 воздушные петли для подъема, переворачиваю полотно, и вот эти 2 воздушные петли, они у нас будут считаться как за столбик, да, это имитация столбика. Далее 1, 2, 3, вот 4 и 5 вот эти вот воздушные петли верхние, это вершинки вот этих столбиков, которые нам надо уменьшить до 1. Здесь мы также делаем в раскол все и провязываем убавку следующим образом. Так, вот один столбик первый. Так, вот видите, шляпка и вот ножки. И проходим между ножками под эту шляпку. И так мы попадаем в раскол столбиком. Достаем рабочую нить и провязываем сначала 2 петли на крючке. Затем накид, проходим в следующий столбик, достаем рабочую нить, провязываем сначала 2 петли на крючке, а затем все 3 петли провязываем вместе. Вот таким образом мы сделали убавку. Да, мы провязали вот имитацию, это первый столбик, далее вот здесь второй столбик, потому что здесь из 2 один выходит, и далее двигаемся по следующим столбикам. В раскол каждого провязываем столбик с накидом, не довязывая последние 3 столбика. Так, вот мне остается провязать последний столбик, и 3 я оставляю. Провязываю последний. Далее у меня идет убавка. 2 столбика до 1 сокращаю. Прохожу в раскол 3-го с конца, провязываю 2 петли на крючке, делаю накид, прохожу в раскол 2-го столбика с конца, достаю нить, провязываю 2 петли на крючке и 3 петли на крючке, затем провязываю вместе. Сделала убавку. И последний в этом ряду столбик будет полустолбик с накидом. Здесь вот смотрите, у первого столбика в прошлом ряду у него нету верхней горизонтальной петли, соответственно нету вот этой части, куда мы в раскол заводим крючок, поэтому просто в самую высокую часть этого столбика заводите крючок и провязывайте полустолбик с накидом, да, 3 петли на крючке вместе. Подтягиваю. Все, провязала 12 ряд, вышла на 22 столбика. Далее делаем 2 воздушные петли для подъема, переворачиваем полотно. Эти 2 петли у нас будут считаться как за имитацию столбика. И далее мы делаем в этом ряду также убавки в начале и в конце. Здесь будем проводить крючок между вот этими убавленными столбиками в самую высокую часть. Вот первый столбик и второй, да, и вот заходим в самую высокую часть, но не под верхнюю горизонтальную. Делаем накид. Вот сюда проходим. Здесь еще вот верхняя горизонтальная и перемычка. Захватываем крючком рабочую нить, проводим через 2 петли на крючке. И далее проходим в раскол следующего столбика, вот он. И провязываем тоже неполный столбик с накидом, 2 петли на крючке вместе и провязываем 3 петли на крючке за раз. Сделали убавку и провязали, да, первый сымитированный столбик. 1, 2. Далее вяжем до конца, не довязывая 3 последние столбика. И очень внимательно, пожалуйста, смотрите в конце ряда, да, мы здесь будем считать петельки верхние. И дополнительно вот эти петли подъема, которые были в предыдущем ряду, да, не считайте по столбикам, то есть мы вот сюда будем провязывать 1 столбик, а вот эту петлю и вот этот столбик предыдущего ряда мы будем сокращать. То есть здесь у нас по факту получается 1, 2, 3, 4 как бы столбика, да, но мы
работаем конкретно вот с этой вершинкой этих двух столбиков. Это была убавка. Пожалуйста, не запутайтесь. Так, и вот провязываю последний столбик одиночный. Дальше делаю убавку. Прохожу сначала в раскол столбика. Провязываю 2 петли на крючке. Дальше делаю накид и в вершину вот этих двух столбиков предыдущих вот сюда. 2 петли на крючке вместе. И затем 3 петли на крючке вместе. Сделали убавку, еще потянуть так можно. И полустолбик с накидом в конце. Здесь вот просто в самую высокую часть, самую верхнюю петлю этого столбика с имитированного. Полустолбик с накидом подтянула. Провязала 13 ряд, вышла на 20 столбиков в ряду. В 14 ряду мы также убавляем 2 столбика, все делаем точно так же. Провяжите, пожалуйста, этот ряд самостоятельно и встречаемся на вязании следующего 15 ряда. Он уже будет ряд без убавок. Покажу, как начать и как закончить. И в 14 ряду выйдем на 18 столбиков. Так, я завершила ряды с убавками, вышла на 18 столбиков. Сейчас, примерив, я понимаю, что следующий ряд у меня уже будет лежать примерно под косточкой, да, на ноге. И для меня вот это количество 18 столбиков идеально, оптимальное, поэтому вы тоже примерьте, посмотрите, если слишком низко лежит у вас следок, да, вот эта часть, то лучше всего вернуться и да, не убавлять вот этот ряд, например, если у вас другое количество столбиков, да, а остаться на плюс 2 столбика, чтобы чуть повыше был следок, да, так будет удобнее и комфортнее. Далее я буду продолжать вязать оставшуюся длину. Здесь можете также опираться на высоту ряда, лучше, конечно же, все примерять. Мне останется здесь вязать еще 4 ряда, у меня здесь помещается. И последний, 5-й, заключительный ряд я предлагаю провязать вместе, сформировать вот такую пятку. Она, конечно, не прям идеальная пятка, но вот такой простой способ, который я здесь показываю, с применением убавок позволит создать такую более обтекаемую пяточку, да, без каких-то таких топорных линий. Да, она чуть-чуть закругляется, выглядит хорошо. Поэтому последний ряд оставьте для ряда с убавками и вяжите столько рядов, сколько у вас здесь остается после рядов с убавками. Но сейчас еще обязательно покажу, как я начинаю и заканчиваю ряд. Здесь начинаем мы все точно так же с 2 воздушных петель. Переворачиваем эти 2 воздушные петли, мы считаем за столбик. Далее смотрите внимательно, да, мы здесь вот эти 2 столбика убавляли до 1, поэтому мы здесь не в раскол столбика вяжем, а как обычно мы вывязывали из убавки в предыдущих рядах, также и здесь вот проходим между убавками, между столбиками вот сюда. Вот верхняя горизонтальная, перемычка чуть ниже, и в нее ныряем, провязываем 2 столбик. И далее двигаемся. Так, вот следующий столбик. Очень внимательно, здесь не перепутайте, не провяжите лишние столбики, да. Здесь мы только с вершинкой работаем. А далее мы в раскол столбиков вяжем. Итак, вяжем. Здесь в конце тоже обязательно провязываем только 1 столбик вот отсюда, из вершинки вот этих 2 столбиков. И встретимся в конце, покажу, как заканчиваем ряд. Так, подхожу к концу ряда, провяжу вместе с вами вот эту часть. Вот убавка предыдущего ряда, 2 столбика уменьшены до 1, и мы только вот в эту вершину между столбиками под верхнюю горизонтальную и под перемычку вот так проходим и вяжем сюда предпоследний столбик с накидом. И далее заканчиваем ряд. Это 2 воздушные петли предыдущего ряда. Мы сюда в самую верхнюю петельку, в вершину этого сымитированного столбика провязываем столбик с накидом. И
обязательно в конце я вот так вот еще подтягиваю, чтобы он был очень плотненьким. Все, вот так вот я завершаю и начинаю ряды. Да, 2 воздушные петли начинаем, они у нас имитируют первый столбик, и начинаем ряд во второй столбик предыдущего ряда, да, в предпоследний, в раскол, вяжем, вяжем, и тоже заканчиваем здесь столбиком с одним накидом. Все, провяжите, пожалуйста, до необходимой длины, за исключением последнего ряда, который мы будем с вами провязывать с убавками. Итак, провязала 4 ряда по 18 столбиков в каждом ряду. И далее вяжу заключительный 19 ряд с убавками. Здесь в этом ряду я буду убавлять 2 петли и буду их убавлять в центре, для того, чтобы вот здесь вот получилось такое скругление небольшое. Если у вас другое количество столбиков в последнем ряду, то просто опирайтесь на такое правило. Если мы делаем 2 убавки, да, то есть убавляем 2 столбика, то мы их убавляем из 4 столбиков, из 4 петель. То есть 4 петли мы задействуем для убавки. Отнимаем от общего количества, в моем случае от 18, отнимаю 4, получается 14, и 14 делю на 2. Получается по 7. То есть по 7 столбиков до прибавок и 7 столбиков после прибавок я провяжу, для того, чтобы все ровно расположить. Итак, провязываю первые вот 2 воздушные петли, это у меня уже первый столбик, вяжу еще 6 столбиков и встречаемся на убавке. Так, 7 столбик, и далее делаю убавку и убавку. Делаем так же, как и в рядах с убавками. Проходим в раскол столбика, провязываем 2 петли на крючке вместе, накид, проходим в раскол следующего столбика, провязываем 2 петли на крючке вместе, затем 3 петли вместе, провязали первую убавку. Далее с 2 столбиками проделываем то же самое. В 1 2 петли провязали, накид, следующий столбик, 2 петли провязали и 3 вместе за раз. Провязали вторую убавку. Все, убавили 4 столбика до 2. Все, и заканчиваем ряд, провязываем 7 столбиков или столько, сколько у вас. Итак, я провязала нужное количество рядов. У меня получился следок нужного мне размера. Затем нам необходимо сделать обвязку верхнего края, для того, чтобы он выглядел законченным и более плотным. Для этого я после провязывания последнего столбика в последнем ряду меняю крючок на меньше, беру 4 и далее буду проходить в каждый крайний столбик и сымитированный столбик тоже, да, там где мы 2 воздушные петли провязывали, и буду провязывать по 2 столбика без накида. Делаю воздушную петлю и далее прохожу вот крайний столбик последнего ряда, под него прохожу и провязываю первый столбик, сюда же второй. Дальше предпоследний ряд, вот здесь были воздушные петли, сюда под них я прохожу и провязываю тоже 2 столбика. И вот так вот под каждый крайний столбик ряда по 2 столбика без накида. Вяжем до сюда, там где у нас не было соединения ряда. Так, этот ряд, где мы не делали соединения. И дальше пройдемся, для того, чтобы перейти на эту сторону, между вот этими столбиками, да, которые мы не соединяли. Вот сюда. Там вот видите, перемычка еще есть. Вот прям под эту перемычку и пройдем. Все, провязываем 1 столбик. И далее переходим. Вот крайний столбик этого первого ряда поворотного. Сюда провязываем 2. Дальше вот здесь у нас полустолбик с накидом в конце ряда. Сюда 2. Все, и вот так вот двигаемся до конца. Провязываю последние 2 столбика обвязки.
И далее вернемся, провяжем еще соединительные столбики под вершинки вот этих столбиков без накида. Для этого, смотрите, снимаем петельку с крючка, заводим крючок слева направо, для того, чтобы не перекрутилась эта петля, подтягиваем и проходим вот в эту же первую вершинку до последнего столбика с лицевой на изнанку, вот так. Захватываем рабочую нить и протягиваем через петли на крючке. Это первый соединительный столбик. И вот так вот под каждую верхнюю горизонтальную проходим и провязываем соединительные столбики. И подходим к концу. Вот остается провязать 2 верхние горизонтальные. Все, и на этом обвязку закончили. Вот так все ровно и аккуратно получается. И далее переходим на сшивание открытых краев. Переворачиваем на изнанку. Так, вот лицевая сторона. Складываем вот так вот на изнаночную сторону. И будем сшивать петли попарно. Смотрите, для того, чтобы не запутаться, где у нас, да, серединка, вот смотрите, одна убавка, и вот это верхняя горизонтальная, заведу сюда крючок, и вот следующая убавка, и вот это верхняя горизонтальная от этой убавки. То есть это вот будет четко наш низ, да, центр. И здесь у нас после убавок мы же провязывали по 7 столбиков, да, или столько, сколько у вас. То есть у нас должно получиться 7 точек для соединения. Но один столбик мы обвязали столбиком, поэтому мы под столбик прямо сюда зайдем. И смотрим, вот здесь у нас после вот этой точки, то есть мы ее, если прибавим, получится 7 плюс 1, 8, да, 8 точек соединения. Считаем вот раз, вот эта центральная точка, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Вот это точка, там, где мы столбики без накида провязывали. И смотрите, мы пройдем вот под столбик, так, вот сюда под столбик, подхватим рабочую нить, петлю этим же крючком, четверкой, и провяжем здесь вот так. Но если мы так сделаем, у нас получится вот не совсем здесь ровная стыковка, поэтому мы здесь пройдем, так, вот эту петельку побольше и вытянем, пройдем вот сюда в самую-самую верхнюю часть, там, где мы делали соединительные столбики. Подхватите то, что такое более выпуклое, да, и через эту точку мы проведем петлю и провяжем здесь столбик. И уже далее мы будем провязывать, да, 8 точек соединения соединительными столбиками. Вот проходим, здесь плохо видно, под столбик без накида на одной стороне и также на другой. Провязываем соединительный столбик. Далее еще дополнительно давайте пройдем между столбиками, то есть не под верхнюю горизонтальную, да, а вот прямо между столбиком без накида, то, что мы провязали, так, вот эти столбики без накида, и между вот этим столбиком, чтобы здесь не получилось у нас никакого лишнего такого отверстия явного. Так, и с этой стороны, ну, надеюсь, вам понятно, потому что, наверное, не очень хорошо видно. Но дополнительно давайте провяжем еще вот эти столбики без накида мы обвязывали, столбик крайний, и вот предпоследний столбик. Сюда проходим и провязываем соединительный столбик. И далее уже двигаемся по воздушным верхним, вернее, горизонтальным петлям. Раз, и вот 2. Только здесь уже переходите на крючок побольше после этих точек. Основную беру шестерку и прохожу под первую пару.
верхних горизонтальных. Вторая пара. Все, соединительными столбиками двигаюсь до конца. И вот последняя точка. И здесь провяжу еще одну воздушную петлю, обрезаю хвостик, оставляю подлиннее, полностью высвобождаю нить и прячу ее между столбиков в любом направлении и фиксирую узелочками. Следочек готов. И окончательный замер. Вот у меня получается мои 25 сантиметров, которые мне нужны в длину. И обхват, полуобхват в 11 сантиметров. Ну что ж, на этом все. Я очень надеюсь, что было все понятно и доступно для вас. Вот такой простой и легкий способ, как быстро связать слитки. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые мои видео. Оставляйте в комментариях ваше мнение о видео, ваши вопросы, ваши пожелания. И до новых встреч. Пока-пока.